Друзья, всем привет! Сегодня хочу провести сравнение двух гамаков от компании Rebel Gears. Вот это гамак версии 3.0 и второй ультралегкий гамак. Оба гамака являются спальными гамаками, то есть их можно использовать вместо палатки. И ключевое отличие между двумя этими моделями сразу бросается в глаза – это размеры. Смотрите, вот этот гамак версии 3.0, он находится в компрессионном мешке, ужат, и вот такие размеры имеет. Этот легкоходный гамак в обычном мешочке меньше раза в 2. Если использовать компрессионник, да купить маленький мешочек компрессионный, то его можно ужать еще, буквально, наверное, до размера 2 кулаков. И отсюда вытекает второе ключевое отличие, это вес. Смотрите, вот этот гамак 3.0 весит где-то в районе 1200-1300 граммов. В зависимости от того, что вы туда напихаете. Я имею в виду сейчас только сам гамак и мешок без тента. То есть зависит от того, наверное, какой длины у вас будут оттяжки. Такие вот нюансы мелкие. Значит, этот гамак весит менее 500 грамм. Разница по весу. Легкоходный гамак легче более чем в 2,5 раза. Подробный обзор на версию 3.0 я уже делал. На канале есть соответствующее видео. Ставлю в описании к видео ссылку. Обязательно посмотрите, там детально все рассказано про данный гамак. Сейчас мы проведем сравнение основных ключевых отличий. Но я сделаю упор на легкоходном гамаке, поскольку я вам еще не показывал. То есть покажу, что он из себя представляет. На самом деле он намного проще, но сейчас вы это все увидите. И первое, с чем вы столкнетесь при подвешивании ультралегкого гамака, смотрите, вот это шнур из Dyneema. Он гораздо более тонкий, и при этом он еще и скользкий. А в чем особенность? И сразу скажу, я в этом гамаке уже ночевал. То есть это мои не первые, так скажем, впечатления, уже есть опыт. Обычно вот этот узелок, который легко развязывается, когда вы его нагрузите, то есть ляжете в гамак, так рукой просто это невозможно заметить, он начинает затягиваться. То есть он полностью, вот эта петля затягивается, гамак провисает, плюс, соответственно, узел затянется. Это крайне неудобно, потом вы с трудом развяжете. И начинает сползать вниз по дереву. Вот этот вариант здесь не подходит. Есть два способа решения. И первый способ решения проблемы — это подвесить гамак на специальную стропу. Я взял обычную. Есть еще такая же стропа, но с ячейками. То есть тогда вы можете карабином, если используем карабин, перещелкивать и регулировать натяжение. Но в случае стропа обычная, можно было не использовать карабин, а привязать шнур непосредственно к самой стропе. Разницы есть никакой. Но какой есть минус у данного решения? Вам нужно с собой, соответственно, взять стропу, и, допустим, карабины. То есть 2 стропы, 2 карабина. И тем самым мы фактически нивелируем преимущество вот этого легкоходного шнура из Dyneema. То есть шнур ничего не весит, но при этом мы берем дополнительное снаряжение, которое уже весит. Там надо взвешивать сколько, как бы не оказалось, что оно будет весить в сумме больше, чем обычный шнур, не из Dyneema. Поэтому второй вариант для легкоходов и, так скажем, более кустарный. Вырезаем небольшую веточку и вставляем ее в данную петлю, после чего петлю затягиваем. Все, в таком варианте шнур не будет сползать, и здесь петля не перетянется. Значит, смотрите, для чего нам нужна была эта ветка. Берем ветку, тянем ее на себя. Все, веточку можно вытянуть. Она нам больше не нужна. И теперь эта петля спокойно снимается. Узел развязывается. У гамака 3.0 шнур толстый. Соответственно, никакие приспособления здесь не нужны. Просто привязываем его к дереву. Ничего никуда не будет сползать, отлично держится. Но, если вам не хватает длины шнура, то есть деревья расположены далеко друг от друга, то все равно полезно иметь стропу, карабин. То есть можно прицепить на большем расстоянии, не привязываясь непосредственно к длине шнура. Глобальное отличие между двумя этими версиями гамаков в том, что комплектация легкоходного гамака, она более скудная. Почему? Потому что это, собственно говоря, сделано для снижения веса. Нету многих элементов, которые есть в гамаке 3.0. Но, в общем-то говоря, эти гамаки, они все модульные. То есть при желании какие-то элементы можно перебрасывать с одного гамака на другой. Смотрите, вот в 3.0 есть вот такие чулки,
которые его защищают в сложном состоянии, даже когда вы его подвешиваете. К примеру, у меня в прошлом году он во дворе висел, этот гамак, ну, буквально, наверное, месяц целый, летом. И я его не снимал, то есть я просто убирал на ночь в чулки, даже если шел дождь, они абсолютно полностью защищают, то есть здесь ничего не промокает, они водонепроницаемые, как и тент. Просто утром открываете, у вас гамак сухой внутри. Есть один нюанс с этими чулками. Если обратить внимание, вот где заходит несущий шнур, здесь получается такая вот дыра, вот туда, проход вовнутрь. И муравьи или еще какие-то насекомые могут по шнуру так забежать к вам. Что нужно сделать? Я здесь специально снял, то есть, чтобы показать вам, как это выглядит изначально в базовом варианте. Но можно взять маленькую стяжечку. Ну, вот она обычная пластиковая стяжка. То есть здесь мы утягиваем, и, соответственно, здесь уже не пройдет никакое насекомое. То есть здесь полностью у вас гамак защищен. Оба гамака защищены москитной сеткой. То есть вовнутрь никакие насекомые, типа комаров, москитов, к вам не пролезут. Москитная сетка мелкая, то есть даже мелкий гнус сюда не попадет. Далее, такое одно из ключевых отличий, это материал, из которого сделан низ гамака. В ультралайт это нейлон тафета с ячейками рипстоп 3 мм. Если присмотреться, вот такие квадратики 3 на 3 мм. Сделано для того, чтобы предотвратить разрыв гамака. Вообще на растяжение он очень крепкий, но надо понимать, что такая ткань, она тоненькая. На прокол она не очень. То есть проколоть ее легко, если хотите спать, допустим, прямо на земле, ну вдруг вам придет в голову такая идея, сделать палатку из гамака, обязательно что-то нужно снизу положить, типа футпринта. Либо пенку положить снизу, а сверху гамака, не наоборот. И давайте заглянем вовнутрь гамака ультралайт. Здесь проходит по всей длине несущий шнур. Точно такой же, как мы крепили к дереву. Больше ничего нет, только спальное место. Причем, обратите внимание, вот этот несущий шнур, вот в этом месте, где он крепится, то есть он состоит из 3 частей. Один проходит внутри гамака, и 2 части идут к дереву. Вам придется самостоятельно собрать. То есть гамак приходит в разобранном виде. Собирается очень легко, есть видеоинструкция. Оставлю тоже ссылочку где-нибудь в описании, у кого будут затруднения. Собирается элементарно. Значит, внутри нет ни карманов, ничего. Гамак однослойный, нету второго слоя. Теперь перейдем к версии 3.0, к более тяжелой, посмотрим, что там. И первое, что здесь мы видим, внутри сетчатый кармашек, но он сделан из такого же материала, как москитная сетка, который крепится к несущему шнуру, он двойной, то есть с двух сторон одинаковые кармашки. Свободно двигается. Очень удобная штука, какую-то мелочевку, телефон, допустим, сюда убрать, когда вы лежите в гамаке. В ультралайт такого нету. Хотя, опять-таки, я сказал, что эти гамаки, они все модульные. Ничего не мешает взять отдельно такой кармашек и вставить, просто продеть его на несущий шнур внутри. Я именно так и сделаю. Далее, следующее отличие, это в голове есть еще такой вот большой карман, тоже сетчатый. И ну, в ногах аналогично. Так как у нас здесь гамак, в общем, двухсторонний, неважно, где голова, где ноги, молния перекидывается на ту сторону и на эту. То же самое и в ультралайт. Молния круговая, то есть вы можете с любой стороны заходить. Вот эти карманы, они тоже удобны. Сюда можно убирать мягкие вещи. Также это можно сделать подушку. То есть, если вы набили этот карман мягкими вещами, у вас получается под головой подушка. Ну, а в ногах он просто у вас для хранения мягких вещей. Туда сложили то, что вам не нужно. Но там лежит. И следующее важное отличие. Данный гамак версии 3.0 является двухслойным. Смотрите, дно двойное. Соответственно, вы понимаете, что он в 2 раза тяжелее только потому, что ткани в 2 раза больше. Хотя и сама ткань более тяжелая, более грубая. Но для чего это сделано? То есть вы туда можете убирать пенку. Класть ее не внутрь гамака, а вот сюда, между 2 слоями. Также сюда же можно накидать какие-то и мелкие мягкие вещи, чтобы они вам не давили. Это дополнительно такой как бы отсек для хранения. Пенка в гамаке обязательно, когда вы спите, потому что снизу будет холодно. Поддувать, ну, у вас получается, что под вами как бы там ничего, собственно говоря, нету. Улица находится, поэтому пенка нужна. Но в качестве пенки я, например, использую такой вот обычный рулон пенофола. Вырезал каким образом? 50 сантиметров по длине. Стандартный коврик 60. Здесь вы смотрите по своим габаритам. Кому-то, может быть, нужно будет и 60. Ну и, соответственно, по длине. Там посчитайте, сколько нужно. Она тоненькая, легкая. Ну, раза в 2 или в 3 легче, чем ижевский коврик. При этом для гамака ее абсолютно хватает. То есть на земле такой спать, конечно, вы не будете, потому что от земли холод, она, ну, как не полностью вас защитит от этого холода. А в гамаке такой пенки хватает. Летом, если вы ходите с гамаком,
отличное решение. Не знаю, как зимой. Зимой я с гамаком не хожу. Для лета достаточно. То есть смотрите, что получается. У вас мало того, что, собственно, сам гамак легче, чем палатка, так еще и коврик вы берете более легкий. То есть вместо ижевского, либо вместо надувного коврика вы берете обычную такую тоненькую пенку строительную. В любом строительном магазине покупаете, вырезаете сколько нужно. При этом надувной коврик в гамаке абсолютно не нужен. Поскольку комфортно лежать просто в гамаке, даже и без пенки комфортно. Если вы днем хотите полежать, просто отдохнуть, пенка не нужна. Пенка будет нужна только ночью. То есть важно отметить, что в ультралайт гамаке меньше отсеков для хранения вещей. Ну, есть некоторые небольшие лайфхаки. Например, можно взять просто вот этот мешочек самого гамака, вот так вот снаружи подвесить. Соответственно, вы накроете тентом. Я сегодня покажу, потому что я буду ночевать. Сейчас я не хочу просто тент развешивать. Вечером это сделаю. Подвешивайте мешочек, сюда какую-то часть вещей можете сложить. Ну, любой, собственно говоря, мешочек или все, что у вас есть. Даже рюкзак можно карабином подвесить за несущий шнур. Туда какие-то вещи сбросить. Остальные вещи можно сложить снизу, под гамаком, чтобы они были защищены. Вообще говоря, у меня выходило отдельное видео о том, куда складывать вещи, когда вы ночуете в гамаке. Поэтому просто оставлю внизу в описании еще одну ссылочку. Там их будет много, получается, в итоге ссылок. Ну, посмотрите, в общем, кому что интересно. Там я подробно рассказывал, куда раскидать вещи, чтобы это было комфортно и не потерять их, чтобы животные до них не добрались. В общем, переходите, смотрите. Также стоит отметить, что существует два размера этих гамаков. Как, собственно говоря, вот обычного 3.0, так и легкого. Я взял, который поменьше размер, то есть если у вас рост где-то до 180, берите, который меньше. Если больше, то берите гамак, который побольше. Ну, там, соответственно, и вес будет чуть-чуть выше. Здесь модель называется XXL. Ультралайт, не помню, как точно называется, где-нибудь на экране выведу. То есть есть, запоминаем, что размер обычный, стандартный, условно говоря, и есть гамак удлиненный. Обстановка внутри гамака. Мягкие вещи девать некуда, он просто в ноги кинул. А так очень даже комфортно лежать. И для такого облегченного гамака нужно брать и, соответственно, облегченный легкоходный тент. Смотрите, я взял силиконовый тент с Алиэкспресса. Он прямоугольный, размеры точные где-нибудь на экране выведу. Но используя его не по коньку, видите, как конек проходит по диагонали, то есть я его делаю как бы ромбом. Получается, вот этого угла, вот до того дальнего, он накрывает полностью гамак. И, в принципе, по размерам примерно соответствует тенту Rebel Gears ромб, который называется. Делал обзор как-то на различные тенты гамачные, и там, собственно говоря, показывал ромб. Из этого прямоугольного, по сути, выходит точно такой же ромб. Самое главное, когда берете тент, чтобы он накрывал полностью гамак, чтобы вот те углы, самые края, не заливало. И плюс, конечно, желательно внизу под гамаком, чтобы было какое-то пространство под тентом. На случай дождя можно было вылезти, там, приготовить себе обед или завтрак. Вот. Что важно еще. Видите, он из двух половинок состоит. И здесь проходит шов. Шов проклеен. То есть тент полностью герметичен. Есть проклейка соответствующей лентой. Ну и давайте подведем итог. Что касается гамака Ультралайт от Rebel Gears, то этот гамак становится моим основным походным гамаком. Я его буду брать во все свои походы с гамаками. Ну, я уже, собственно говоря, с ним и хожу некоторое время. При этом версия 3.0, она остается со мной. Это тоже хороший гамак. Для чего можно использовать? Да, он тяжелее, но если, допустим, вы куда-то выезжаете на машине, либо не принципиален вес гамака, который вы с собой берете, то есть у вас рюкзак легкий, можно брать гамак 3.0. Он более комфортный, более продуманный, там больше элементов, соответственно, разных карманных и так далее. Если вес важен, то лучше взять, конечно, вот такой легкий гамак. 3.0 также я буду использовать просто дома у себя во дворе. Как можно модернизировать данный гамак Ультралайт? Как я сказал, можно добавить подвесные кармашки. Причем один уже кармашек я сегодня добавил. Просто переставил его с версии 3.0, чтобы ночевать более комфортно было, куда телефон хотя бы подвесить. Я сделаю следующее. Я два сделаю подвесных кармашка. Это будет максимально удобно. То есть одного все-таки не хватает для всякой мелочевки. Далее. Что еще стоит отметить? Что такой гамак можно брать, в том числе, когда вы идете с палаткой. Если у вас рюкзак не сильно перегружен, либо вам вообще вес не важен, берете просто в мешочке, даже без тента, мешочки этот гамак, полкилограмма.
Для чего можно использовать? На привале, допустим, в обед установили, подвесили гамак, просто полежали, отдохнули, сняли его, пошли дальше. Устанавливается он очень быстро, прицепили к дереву, повесили. Это оно буквально там занимает несколько минут. Довольно удобный такой вариант бивачный использования этого гамака. То есть тоже имеет право на существование. А ночевать можно уже в палатке. Друзья, ну в общем на этом подходит обзор к концу. Благодарю всех за внимание. Смотрите там, что вам нравится, то и выбирайте. Как бы конечное слово за вами остается. То есть это ваше дело. Многие с гамаками вообще не хотят ходить. Но опять-таки мне комфортно ходить с гамаком. Я ночевал в нем, никаких проблем не заметил. Ну я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.